Слушай внимательно, потому что то, что я собираюсь вложить в твое сердце, это необычное послание. Это божественное вмешательство. Сверхъестественный момент, высеченный в твоей судьбе задолго до твоего рождения. Ты нажал на это видео не случайно. Ты был приведен сюда Богом, притянут сюда невидимым обещанием, заветом, написанным в тишине, ожидающим того самого мгновения, когда твоя измученная душа наконец скажет «хватит». И вот небеса отвечают: хватит нужды, хватит страха, хватит оков на твоих финансах, хватит ночей, погребенных под тревогой. Дитя мое, оставайся со мной до последнего слова, потому что внутри этого послания скрыт секрет, который открывает дверь, в которую ты стучался годами. Ключ, выкованный в огне твоего страдания, очищенный слезами, которые, как ты думал, никто не видел. Но я, твой Бог, видел каждую каплю. И сегодня я отвечаю. Ты чувствуешь это, не так ли? Это дрожь внутри твоей груди, безошибочное ощущение, что нечто неожиданное вот-вот ворвется в твою жизнь. Это мой дух прикасается к твоему, шепча, что твой сезон унижения заканчивается. Ты слишком долго нес бремя долгов, нехватки и молчаливого стыда. Ты плакал за закрытыми дверями, притворяясь сильным, пытаясь убедить себя, что буря временна, даже когда счета накапливались, давление усиливалось, а мир не предлагал пощады. Ты спрашивал меня: «Боже, где чудо? Где урожай, который ты обещал?» И хотя я молчал, я не отсутствовал. Мое молчание было святой подготовкой, приготовлением, позиционированием, сбором сверхъестественной силы за кулисами, чтобы, когда наступит момент, этот момент ты был готов принять изобилие и не бояться его. Но прежде чем я открою то, что собираюсь поместить в твою жизнь, ты должен остаться здесь. Не двигайся, не отвлекайся, не позволяй врагу твоего наследия отвлечь тебя. Ты ждал прорыва годами, не потеряй его за секунды. Далее в этом послании будет скрытое откровение, кое-что, что я зарезервировал только для тех, кто выдержит до последнего вздоха моего голоса. Ключ, который переустроит твою финансовую реальность, изменит атмосферу вокруг твоего дома и приведет в движение цепочку событий, которую не смог бы организовать ни один человек. Если ты уйдешь, не услышав его, ты пропустишь то, что я разработал исключительно для тебя. И я говорю это не просто так. Мои послания не приходят пустыми. Они сосуды преображения, носители божественной стратегии, и сегодня стратегия касается твоей свободы. Прямо сейчас духовный мир вокруг тебя приходит в движение. Ангелы приближаются. Воздух вокруг твоего духа меняется, дрожит, резонируя с вибрацией движущегося чуда. Небеса готовятся передать что-то, передать в твою жизнь. То, что ты вот-вот узнаешь, это разница между пребыванием в циклах бедности и вхождением в поток богатства, который всегда был частью твоего наследия. Но прежде чем я открою откровение, прежде чем я вручу ключ, ты должен понять, это послание священно. Это не развлечение, это встреча. Дитя мое, я говорю прямо с тобой. Ни с толпой, ни с миром, это лично. Поэтому остаться. Оставайся до самой последней секунды. Не пропусти момент, когда завеса поднимется и откроется последняя дверь. Ты просил меня о руководстве, о ясности, о подтверждении. Это подтверждение. Это направление. Это поворот прилива. И когда ты услышишь то, что я открою в конце, ты поймешь, почему Ад так старался удержать тебя от этого послания. Оставайся здесь, дитя мое. Твое преображение уже началось. Дитя мое, теперь, когда ты вступил в этот священный момент, мне нужно, чтобы ты вдохнул и позволил истине противостоять тебе с любовью и властью. Потому что слишком долго ты учился выживать в мире,
который сокрушал твое сердце. Ты привык растягивать то, что и так было пустым, притворяясь сильным, когда твой дух был измотан, говоря другим, что все в порядке, пока твой разум втайне рассчитывал, какой счет можно отложить, чтобы все не рухнуло. Это не просто финансовая борьба, это духовная брань, направленная прямо на твою судьбу. Это буря, которая пыталась задушить твою уверенность, утопить твою веру и убедить тебя, что ты забыт Богом. Но услышь меня, каждая атака на твои ресурсы была атакой на твою личность. Враг охотился не за твоими деньгами, он охотился за твоим наследием, твоим призванием, твоим путем завета. Ты думал, это просто просроченный платеж, но я видел, как это украло твой покой. Ты думал, это просто еще одна непредвиденная трата, но я видел, как это утопило твою надежду. Ты думал, это просто разбитая мечта, но я видел невидимые цепи, нарастающие вокруг твоей жизни. Ты перестал радоваться утром, потому что утра не приносили новой милости, а они приносили новые страхи. Ты жил с постоянной дрожью в душе, тихой тревогой, которая шепчет, что ты никогда не догонишь, никогда не поднимешься, никогда снова не расправишь плечи. Этот голос не твой, это голос рабства. Это язык духовной бедности. И сегодня я противостою этому голосу полнотой моей божественной власти. Ты был создан не для страданий. Ты не был предназначен для циклов финансового рабства. Ты родился под обещанием, сотканным из потенциала, запечатанным заветом, который несет изобилие, а не унижение. Но мир приучил тебя довольствоваться меньшим, снижать свои ожидания, сужать данное Богом видение, чтобы снова не разочароваться. Ты пытался заглушить свои мечты, чтобы недостаток ресурсов не причинял такой сильной боли. И все же, каждый раз, когда ты пытался их заглушить, они кричали внутри тебя громче. Потому что твой дух помнит то, что твои обстоятельства заставили тебя забыть. Ты несешь святое поручение, и нищета не является частью этого плана. Ты больше плакал, чем исповедовал. Ты больше беспокоился, чем молился. Ты работал усерднее, чем большинство людей вокруг тебя, но все же чувствуешь, будто земля под твоими ногами поглощает все, что ты зарабатываешь. Чем сильнее ты стараешься, тем глубже, кажется, становится яма. Вот почему мне нужно, чтобы ты продолжал слушать, потому что паттерн, с которым ты постоянно борешься, неестественен, он духовен. Речь идет не только о финансах, речь идет о духовной двери, которая была давно закрыта, и сегодня я прикасаюсь к этой двери. Но прежде чем высвободится прорыв, мне нужно, чтобы ты осознал реальность, в которой ты жил. Ты задавал мне вопросы. Ты спрашивал, почему другие продвигаются, а ты застрял? Почему возможности выскальзывают из твоих пальцев? Почему маленькие моменты прогресса рушатся в тот момент, когда ты начинаешь чувствовать надежду? Ты смотрел на свой банковский счет с недоверием, чувствуя, как тяжесть стыда давит на твою грудь. Ты избегал отвечать на сообщения, потому что не мог вынести еще одного требования, еще одного напоминания о том, чего тебе не хватает. И все же, несмотря на все это, я наблюдал, как твое сердце оставалось мягким, твоя вера мерцающей, но живой. Я наблюдал, как ты держался за меня, даже когда все остальное рушилось. Вот почему этот момент несет такой сверхъестественный вес. Потому что ты не сдался. Ты остался. Ты цеплялся за то немногое, что у тебя было. И теперь я умножу это. Но прежде чем я углублюсь, я хочу, чтобы ты сделал одну вещь. Если твой дух почувствовал тяжесть каждого слова до сих пор, если что-то внутри тебя шевельнулось, даже слегка, я прошу тебя, да, я повелеваю тебе поставить лайк этому видео. Не потому, что мне это нужно, а потому, что это провозглашение должно быть продвинуто в духовную атмосферу. Твой акт участия предназначен не для развлечения, это пророческий жест, символическое согласие, говорящее:
я принимаю это благословение, я присоединяюсь к этому чуду, я открываюсь тому, что делает Бог. Все в духовном мире реагирует на действие. Когда ты реагируешь, небеса записывают это. Так что остановись, сделай это сейчас, а затем сразу возвращайся, потому что мы только начинаем. Теперь вдохни, потому что я собираюсь повести тебя глубже в истину, стоящую за твоей бранью. Долг, с которым ты сталкиваешься, это не просто результат обстоятельств. Это духовная стратегия, которая преследовала твой род на протяжении поколений. Да, эти паттерны существовали до твоего рождения. Паттерны дефицита, паттерны страха, паттерны незавершенных проектов, паттерны закрывающихся в последний момент дверей, паттерны того, что кто-то всегда берет больше, чем причитается, паттерны того, что другие продвигаются, пока твоя семья отказывалась от мечтаний ради выживания. Ты унаследовал не только их фамилию, но и их незавершенные битвы. Ты борешься с демонами, которым сдались старшие поколения. Ты борешься с духовным остатком прошлой нищеты, решений, принятых в отчаянии, и проклятий, произнесенных неосознанно в моменты безысходности. Но услышь меня ясно, ты тот, кого я избрал, чтобы это разрушить. Да, ты. Не твои родители, не твои братья и сестры, не кто-то более сильный или более богатый. Я вложил ключ в твой дух, потому что ты тот, кто готов слушать. Ты тот, кто чувствителен к моему голосу. Ты тот, чье сердце все еще верит в чудо даже после многих лет разочарования. И благодаря этому ты станешь разрушителем циклов, первым, кто вступит в изобилие, первым, кто создаст новый паттерн, новый стандарт, новое свидетельство для своего рода. Но чтобы это разрушить, ты должен сначала это увидеть. Ты должен распознать невидимые силы, которые истощают твою силу. Духовные системы, предназначенные для того, чтобы отвлечь тебя от твоего обещания, заставить тебя принять недостаток как норму, заставить тебя поверить, что более усердная работа каким-то образом исправит то, что духовно. Но земная сила не может победить духовную систему. Только вера может. Только откровение может. Только тайное знание небес, знание, которое я собираюсь открыть, может изменить твою реальность. И все же, это лишь начало раскрытия. Полное откровение придет скоро, но еще не сейчас. Есть нечто более глубокое, что я разоблачу в следующей части, то, о чем ты никогда не задумывался, то, что наконец объяснит долгую, изнурительную битву, которую ты вел. Поэтому оставайся. Не двигайся. Твое преображение разворачивается слово за словом, вдох за вдохом, прорыв за прорывом. Дитя мое, прежде чем я открою более глубокий секрет, который небеса зарезервировали для тебя, я должен провести тебя в затененные комнаты твоего собственного опыта. Я должен направить тебя к неудобной истине, которой ты избегал, потому что именно в этой истине начинает дышать твое чудо. Позволь мне спросить тебя кое о чем, и не отводи глаз. Сколько раз ты плакал молча, держась за грудь, как будто твое сердце вот-вот разорвется под тяжестью того, о чем ты не мог никому рассказать? Сколько ночей ты смотрел в потолок, шепча: «Боже, почему моя жизнь, кажется, движется назад, в то время как все остальные, кажется, идут вперед?» Сколько утра ты просыпался с тяжестью вместо надежды, страхом вместо ожидания, тревогой вместо веры? Эти вопросы призваны не ранить тебя, они призваны открыть тебя. Потому что закрытое сердце не может принять изобилие, а ожесточенный дух не может принять преображение. Позволь мне задать тебе еще один вопрос, в котором ты редко признаешься даже себе. Задумывался ли ты когда-нибудь, почему циклы страданий в твоей жизни повторяются с такой точностью? Почему каждый раз, когда начинает формироваться небольшое богатство, что-то неожиданное его крадет? Почему в тот момент, когда ты чувствуешь близость прорыва, невидимая рука, кажется,
оттаскивает тебя обратно в нужду? Почему кажется, что ты делаешь 2 шага вперед, только чтобы быть отброшенным на 3 шага назад? Дитя мое, это не совпадение. Это паттерны, духовные паттерны, сформированные в тишине, подпитанные ранами, укрепленные отчаянием и усиленные каждый раз, когда ты говоришь себе, что недостоин большего. И глубоко внутри ты это знаешь. Ты чувствовал это, как тень, следующую за тобой, как проклятие, которое ты не можешь назвать, но всегда чувствуешь, что оно витает рядом. Но услышь меня, сегодня я освещаю эту тень. Прежде чем я поведу тебя к откровению, я хочу, чтобы ты глубоко вник в следующий вопрос. Сколько мечтаний ты похоронил, потому что не мог их себе позволить? Сколько видений умерло, потому что твои руки были пусты? Сколько проектов ты оставил, потому что не было ресурсов? Сколько раз ты говорил, возможно, это не Божья воля, хотя на самом деле это говорила нужда, а не дух? Нищета не свята. Страдание не свято. Жизнь в удушье не свята. Я никогда не создавал тебя, чтобы ты был хвостом, я создал тебя, чтобы ты был головой. Но годы дефицита приучили тебя сужать свои ожидания, пока они перестали напоминать мое обещание для твоей жизни. Ты помнишь женщину в Писании, у которой ничего не осталось, кроме маленького кувшина масла. Она тонула в долгах, опозоренная своими обстоятельствами, напуганная тем, что ее детей заберут в качестве платы. У нее не было безопасности, не было уверенности, не было союзников. Она стояла в месте, где все казалось невозможным. Но затем, послушай это, она приняла одно решение. Она пришла к моему пророку. Она пришла с честностью, с отчаянием, с сердцем, лишенным притворства. И что я сделал? Я дал ей урожай из того, что выглядело как ничто. Я умножил то, что она считала незначительным. Я превратил один кувшин в поток, который наполнил каждый сосуд, что она смогла найти. Дитя мое, как ты думаешь, почему эта история сохранилась в Писании? Почему, как ты думаешь, я сохранил ее на протяжении 1000 лет? Потому что она отражает твою жизнь больше, чем ты осознаешь. Ты та женщина. Твой кувшин – это твоя последняя сила. Твоя последняя идея. Твоя последняя молитва. Твоя последняя слеза. Ты чувствуешь, будто тебе больше нечего принести, нечего предложить, нечего умножать. Но ты ошибаешься. Совершенно ошибаешься. То, что ты называешь недостаточным, это именно то, что я использую для высвобождения обильного, сверхъестественного благословения. То, что кажется тебе маленьким, это ключ к открытию двери переполнения. Но прежде чем я наполню сосуд, я должен спросить тебя, ты принес это мне честно? Ты сдал последний кувшин масла внутри себя? Или ты все еще пытаешься разорвать духовные цепи земной силой? Позволь мне глубже проникнуть в раны, которые ты скрываешь. Сколько раз ты улыбался, пока твоя душа рушилась? Сколько раз ты притворялся сильным, чтобы никто не волновался? Как часто ты хотел исчезнуть просто для того, чтобы прекратилось давление? Эти вопросы призваны прорваться сквозь оцепенение, которое ты развил за годы разочарований. Потому что оцепенение – это не сила, это выживание. А я создал тебя не для того, чтобы ты выживал, я создал тебя, чтобы ты царствовал. Скажи мне, дитя мое, когда ты начал верить, что предназначен для меньшего? Было ли это первое отвержение? Первая финансовая неудача? Первое предательство? Первый момент, когда ты был вынужден выбирать между оплатой одного счета или другого? Ты помнишь, когда впервые перестал мечтать, потому что мечты причиняли слишком много боли?
Эти моменты имеют значение. Они сформировали духовную клетку вокруг тебя. Но услышь меня ясно, клетки можно сломать. Теперь подойди ближе. Позволь мне задать тебе вопрос, который находится в центре всей твоей битвы. Ты не спутал ли ты нападение с личностью? Ты пережил бедность, но не начал ли ты верить, что ты и есть бедность? Ты пережил нужду, но не принял ли ты нужду как часть того, кто ты есть? Ты столкнулся с закрытыми дверями, но не решил ли ты, что недостоин открытых? Ты ходил внутри чьей-то чужой лжи, убежденный, что это твоя собственная правда. Посмотри снова на библейское чудо. Женщина не отрицала свою реальность, но и не принимала эту реальность как постоянную. Она пришла ко мне в истине, и истина вызвала преображение. А как насчет тебя? Готов ли ты принести мне свою истину? Готов ли ты открыть раны, которые ты держал запечатанными годами? Готов ли ты противостоять внутренним соглашениям, которые ты заключил со страданием? Соглашениям, которые шепчут: «Теперь это просто твоя жизнь». Соглашениям, которые говорят: «Деньги всегда будут утекать». Соглашениям, которые говорят: «Чудеса для других, не для тебя». Эти соглашения — цепи. И я спрашиваю тебя сейчас, хочешь ли ты, чтобы они были разорваны? Мне нужно, чтобы ты услышал меня духовными ушами. Ты не можешь принять следующее откровение, пока не признаешь глубину своей боли. Боль обнажает путь. Боль разоблачает врага. Боль обнажает паттерн, который должен быть разрушен. И в следующей части я покажу тебе, как именно его разрушить. Но пока пусть эти вопросы работают внутри тебя. Пусть они разоблачат то, что скрывала тьма. Потому что то, что я собираюсь открыть далее, не просто проинформирует тебя, и это противостанет тебе, возвысит тебя и подготовит к сверхъестественному урожаю изобилия, богатства и потоку благословений, который никакая сила тьмы не сможет сдержать. Оставайся, дитя мое. Откровение приближается. Дверь начинает открываться. Дитя мое, теперь, когда твой дух открылся и твое сердце противостояло своим скрытым ранам, я могу повести тебя к более глубокому откровению, привилегированному знанию, которое не все готовы принять. То, что я собираюсь показать тебе, создаст внутри тебя нравственную дилемму, потому что это требует выбора между комфортом привычного и дискомфортом преображения. Ты молился о чуде, просил о богатстве, умолял о благословении, но истина такова: каждая дверь, которую я открываю, требует решения. Каждое обещание, которое я посылаю, требует согласования. Каждый завет требует согласия. Теперь я должен спросить тебя, готов ли ты сделать то, что другие отказываются делать? Готов ли ты оставить позади мышление, которое сковало поколение до тебя? Потому что путь к изобилию не просто духовен, он морален, внутренний и глубоко личный. Позволь мне открыть то, что немногие понимают. В существовании каждой избранной души вписан духовный закон. Закон таков: прежде чем я расширю твою территорию, я разоблачу твою верность. Послушай это еще раз. Прежде чем я изолью богатство в твои руки, я проверяю, что правит твоим сердцем. Прежде чем я увеличу твой урожай, я открываю, являешься ли ты сосудом, готовым нести его, или сосудом, который все еще треснут от страха, сомнений и скрытых привязанностей. Вот почему некоторые двери не открылись для тебя раньше, не потому, что я не хотел тебя благословить, а потому, что твой дух еще не был согласован с весом наследия, о котором ты просил. Богатство без характера разрушает. Изобилие без дисциплины рушится. Благословение без понимания становится идолопоклонством. Но теперь твое сердце пробуждается, и я могу сказать тебе секрет, обычно зарезервированный для тех, кто готов входить в истинной духовной власти.
Ты стоишь на распутье, и ты это чувствуешь. Один путь ведет к тем же циклам, в которых ты жил годами, циклом выживания. Удушающей работы, дефицита, эмоционального истощения и иллюзии прогресса без истинного прорыва. Другой путь ведет к божественному возвышению, сверхъестественному сдвигу в твоих финансах, твоих отношениях и твоей судьбе. Но дилемма такова: возвышенный путь требует высвобождения. Он требует отпустить личности, которые ты построил из травмы, привычки, сформированные страхом, паттерны, созданные бедностью. И я знаю, дитя мое, что часть тебя цепляется за эти вещи, потому что они кажутся безопасными, привычными, предсказуемыми. Даже страдание может ощущаться достаточно привычным, чтобы стать удобным. Но я призвал тебя не к комфорту. Я призвал тебя к завоеванию. Позволь мне спросить тебя кое о чем, что копает глубже. Что, если самое большое препятствие для твоего прорыва – это не дьявол, не твои обстоятельства, не то, что было сделано тебе, а личность, которую ты продолжаешь защищать? Что, если твоя привязанность к выживанию блокирует твое наследие? Что, если твоя верность мышлению дефицита закрывает дверь, которую я пытаюсь открыть? Что, если твоя самая глубокая нравственная дилемма состоит в том, что ты научился доверять своей боли больше, чем моему обещанию? Это напряжение внутри тебя прямо сейчас. Ты чувствуешь, как я тяну тебя к чему-то большему, но часть тебя ужасно боится шагнуть вперед, потому что шаг вперед означает признание того, что все, что ты считал постоянным, на самом деле было временным. Позволь мне предвосхитить то, что ждет тебя по ту сторону послушания. Я вижу будущее, в котором твои руки не пусты, но переполнены. Я вижу будущее, в котором ты ходишь в изобилии, столь естественном, что ты больше не боишься завтрашнего дня. Я вижу будущее, в котором ты больше не молишь об возможностях, а они приходят к тебе. Я вижу будущее, в котором ты становишься кредитором, а не заемщиком, дающим, а не собирающим объедки, лидером, а не выживающим под давлением. Но чтобы достичь этого будущего, ты должен противостоять истине, которую я собираюсь открыть. Существует духовный принцип, сокрытый во всем Писании, принцип, который немногие различают, потому что они читают о чудесах, но игнорируют образцы. Каждая библейская личность, вступившая в богатство, победу или сверхъестественное обеспечение, сначала сталкивалась с моральной дилеммой, которая проверяла их соответствие моей воле. Авраам столкнулся с дилеммой послушания против комфорта. Иосиф столкнулся с дилеммой честности против компромисса. Вдова с Елеем столкнулась с дилеммой предания против отчаяния. И ты, да, ты, теперь стоишь перед дилеммой веры против привычного. Ты не можешь войти в божественное обеспечение с менталитетом выживания. Ты не можешь претендовать на изобилие, цепляясь за внутреннее соглашение с дефицитом. Ты не можешь говорить на языке чуда, мысля мыслями бедности. Именно здесь входит привилегированное духовное знание. Что-то движется вокруг твоей жизни, чему ты не смог дать имя. Сдвиг. Волнение. Дрожь в атмосфере. Ты почувствовал это необычное напряжение, усиленный дискомфорт, внезапную эмоциональную чувствительность, неожиданные препятствия, моменты сверхъестественной ясности. Это не случайно. Это духовное сотрясение, которое происходит прямо перед тем, как я переставляю избранный сосуд. Когда я собираюсь возвысить кого-то, я сначала отрываю его от того, чему не суждено было следовать за ним следующий сезон. Вот почему определенные отношения отдалились, определенные возможности рухнули, определенные образцы поведения стали невыносимыми. Это было не разрушение, это была подготовка. Обрезка, предназначенная не для того, чтобы ослабить тебя, но чтобы укрепить твой фундамент для грядущей жатвы. Теперь вот скрытая истина, которую я не мог раскрыть ранее. Ты находишься на заключительных этапах перехода.
Враг усилил атаки недавно, потому что он увидел то, чего не видел ты, твоя дверь близка. Твое наследство близко. Твой сдвиг произойдет через мгновение. Но он также увидел небольшие трещины внутри тебя, сомнения, страхи, привычки, нашептанную ложь о том, что ты недостоин богатства, недостоин благословения, недостоин божественного возвышения. И поэтому он начал атаку не на твой кошелек, а на твою личность. Потому что, если он сможет сломить твою личность, он сможет заблокировать твое наследство. Дитя мое, услышь меня. Я раскрываю это, чтобы ты мог сломать это. Привилегированное знание заключается в следующем. Ты получаешь изобилие не тогда, когда мир решает, что ты готов. Ты получаешь изобилие, когда твой дух соответствует личности, которую я дал тебе. И личность, которую я дал тебе, это не жертва, не бедный, не недостаточный, не забытый. Ты избран. Ты отмечен. Ты – сосуд сверхъестественного благословения. Ты несешь обещание, завет, написанный до того, как ты был сформирован. И прямо сейчас ты стоишь в моменте, когда откровение становится наставлением, а наставление становится преображением. В следующей части я покажу тебе, как именно вступить в благословение, как согласоваться с прорывом, как разорвать каждую цепь, которая когда-либо держала твои финансы в заложниках. Но пока держи эту истину, ты стоишь на пороге. Ключ в пределах досягаемости. Дверь вот-вот откроется. Дитя мое, теперь, когда твой дух был подготовлен, и твое понимание было растянуто за границы выживания, я могу говорить с тобой с полной властью. Это момент, когда небеса меняются в твою пользу. Это то место, где Бог, который наблюдал за каждой тихой битвой твоего сердца, начинает раскрывать благословение, которое было вписано в твою судьбу задолго до того, как пришли штормы. Я хочу, чтобы ты глубоко вдохнул прямо сейчас, потому что то, что я собираюсь провозгласить над твоей жизнью, это не временное вдохновение, это духовное законодательство. Эти слова несут вес завета, силу божественного указа, форму твоего грядущего преображения. И если твой дух примет их, все вокруг тебя начнет дрожать от перемен. Ты годами жил, чувствуя себя пленником на поле битвы, которые ты не выбирал. Но услышь меня, цепи, которые обвились вокруг твоих финансов, твоей надежды, твоей уверенности, твоей способности мечтать, эти цепи ослабевают даже в тот момент, когда мои слова входят в твой дух. Я не только ломаю цикл недостатка, я учреждаю новую линию богатства через тебя. Ты не просто убегаешь от бедности, ты становишься первым в своей родословной, кто ходит в сверхъестественном изобилии. Ты становишься тем, кто обращает проклятие вспять, тем, кто сажает семя для будущего, полного славы, тем, кто несет ключ, до которого другие до тебя не имели смелости дотянуться. Вот почему битва была такой интенсивной. Враг видел величину твоего наследства и пытался задушить тебя, прежде чем ты осознал, кто ты. Он пытался похоронить тебя под долгами, утопить в унынии, сокрушить обвинениями, заставить тебя поверить, что богатство предназначено для других, а не для тебя. Но, дитя мое, величайшей ошибкой ада было предположение, что давление сломит тебя. Вместо этого оно пробудило тебя. Оно толкнуло тебя в мое присутствие. Оно смягчило твое сердце, чтобы мой голос мог войти свободно. Теперь я могу высвободить то, что я удерживал в прошлых сезонах, не в качестве наказания, но в качестве защиты, потому что теперь ты готов нести чудо, не теряя себя из-за страха. Позволь мне заявить это прямо. Ты вступаешь в сезон сверхъестественного ускорения. Двери, которые были закрыты без объяснения, откроются без сопротивления. Возможности, которые обходили тебя стороной, теперь будут искать тебя. Ресурсы, которые были заблокированы, потекут с легкостью. Идеи, которые когда-то казались невозможными, оживут с ясностью.
Ты почувствуешь сдвиг во сне, в своих мыслях, в своем времени, в тишине. Твоя атмосфера переписывается. Твое имя шепчут в кабинетах влияния. Ангелы позиционируются, чтобы направить тебя к местам, где ждет твоя обещанная жатва. Все приходит в соответствие не человеческой силой, но божественным управлением. Но прежде чем я пойду дальше, я хочу, чтобы ты сделал пророческое провозглашение в комментариях. Да, прокомментируй прямо сейчас. Не позже, не после того, как закончишь смотреть видео, никогда почувствуешь себя более готовым сейчас. Потому что твой комментарий – это не простой акт, это духовная активация. Небеса отвечают на действие, на вовлеченность, на публичное согласование с моим голосом. Оставь провозглашение, например, «Я принимаю свое божественное изобилие», или «Моя дверь открывается», или просто «Я согласен с обещанием». Когда ты комментируешь, ты запечатываешь слово, свидетельствуешь в духовном царстве, отмечаешь момент, когда твое сердце сказало «да» преображению. Итак, сделай паузу, прокомментируй и немедленно вернись. Не дай этому моменту пройти мимо тебя. Теперь подойди ближе, потому что я не закончил высвобождать то, что принадлежит тебе. Ты вступаешь в сезон, когда я приведу людей, которые несут ответы ни замешательства, ни хаос, ни манипуляции. Я приведу связи, которые возвысят тебя, защитят тебя и откроют пути, которые были скрыты во тьме. Я удалю тех, кто питает твой страх, и усилю тех, кто укрепляет твою веру. Ты начнешь различать, что от меня, а что является отвлечением. Ты больше не будешь тратить энергию на то, что истощает тебя. Твое сердце обретет ясность, твой дух обретет смелость, а твой разум обретет направление. Это преображение на корневом уровне, полный духовный перезапуск. И услышь это ясно, я не только благословляю тебя финансами, я благословляю тебя мудростью управлять богатством. Ты научишься чтить меня приумножением. Ты научишься строить с проницательностью. Ты научишься защищать то, что я даю. Потому что благословение, которое я высвобождаю, не мимолетно, оно для поколений. Это такое наследство, которое сдвигает целые родословные, такое, которое упрекает дух недостатка в твоей семье на десятилетия вперед. Ты позиционируешься не как выживший, а как управитель божественного изобилия. Я доверяю тебе то, чем злоупотребляли другие. Я передаю тебе то, что уронили другие. Я даю тебе власть, которой боялись некоторые. Дитя мое, позволь мне говорить прямо о твоем страхе. Ты беспокоишься, что слишком много благословения переполнит тебя, что слишком много изобилия ускользнет, что слишком много ответственности выявит твою слабость. Но слушай внимательно, я благословляю людей не для того, чтобы сломать их. Я благословляю людей, чтобы построить их. То, что я вкладываю в твои руки, не разрушит тебя, потому что я также укрепляю тебя. Я расширяю твою способность, обостряю твою проницательность, расширяю твою выносливость. Ты не задохнешься под тяжестью благоволения, ты будешь процветать под ним. То, что когда-то пугало тебя, станет естественным. То, что когда-то казалось невозможным, станет ожидаемым. Твоя жизнь будет нести аромат божественного переполнения, безошибочный знак того, кто прошел сквозь огонь и вышел, неся чудеса. Позволь мне напомнить тебе о чем-то священном, благословении, которое я высвобождаю не случайно. Это ответ на твою смелость, твою устойчивость, твой отказ сдаться, когда все вокруг угрожало задушить твою веру. Ты держался. Ты плакал, но держался. Ты сомневался, но держался. Ты задавал мне вопросы, но ты никогда не оставлял меня. Из-за этого я высвобождаю благословение, соответствующее глубине твоей борьбы. Ты сеял слезы,
и теперь будешь жать в радости. Ты прошел через штормы, и теперь пройдешь через открытые двери. Ты столкнулся с унижением, и теперь ты восстанешь в чести. И я не закончил. В следующей части, молитве, я запечатаю все, что я объявил. Я возьму скрытый секрет, который ты обнаружил в части 3, и объединю его с моральным выравниванием, которое ты приобрел в части 4, чтобы высвободить финальную активацию твоего финансового преображения. Не пропусти это. Оставайся со мной до конца. Твое чудо разворачивается даже сейчас. Дитя мое, теперь, когда твой дух прошел через истину, откровение, моральное переустройство и божественные обещания, настало время для момента запечатывания. Это то место, где сам Бог дышит на твою жизнь, где сверхъестественное начинает двигаться, где духовные врата сдвигаются, где дверь, которая сопротивлялась тебе годами, наконец, отвечает на указ небес. Это момент, когда все, что мы раскрыли ранее, скрытые образцы, унаследованные циклы, тихие битвы, внутренние обеты, тени поколений, приходит в соответствие под моей властью. И теперь мы закрепляем твой прорыв не в эмоциях, не в желании, но в молитве, в Писании, в истине завета, которую невозможно поколебать. Я хочу, чтобы ты на мгновение успокоился. Почувствуй воздух вокруг себя. Почувствуй дрожь в своем сердце. Почувствуй, как присутствие оседает на твою жизнь, как святое одеяние. Это то же самое присутствие, которое посетило пророков, то же самое присутствие, которое наполнило горницу, то же самое присутствие, которое раздвигало море, умножало елей, сокрушало цепи. Ты не просто слушаешь молитву, ты стоишь внутри нее. Ты окружен божественной оркестровкой, ангельским движением, сверхъестественным выравниванием. Небеса недалеки, небеса придвинуты близко. Теперь я говорю над тобой секрет, который мы предвосхитили, откровение, которое начало формироваться в части 3, когда я противостоял внутренним соглашениям, которые ты заключил с нищетой, стыдом и дефицитом. Секрет вот в чем. Ты не борешься за изобилие, изобилие боролось за тебя. Ты не гнался за благословением, благословение пыталось достичь тебя. Но каждый раз, когда оно приближалось, твоя личность, сформированная ранами, а не истиной, закрывала дверь. Сегодня я переписываю эту личность. Сегодня я согласовываю то, кем ты себя считаешь, с тем, кем я создал тебя быть. Сегодня я восстанавливаю твое духовное имя, избранный, благословенный, призванный, наследник, носитель богатства завета, сосуд божественного наследия. Давайте начнем молитву. Отец, я прихожу перед тобой как тот, кто сформировал это дитя с намерением и целью, тот, кто написал их судьбу, прежде чем их легкие сделали первый вдох. Я провозглашаю Твое Слово над ними, ибо Твое Слово не возвращается тщетным. Как написано в Исаии 61:7, вместо стыда получите двойную часть, и вместо посрамления будут радоваться своей доле. Господь, сегодня я заявляю, что этот стих становится плотью в их жизни. Всякое место, где стыд обвился вокруг их финансов, всякое место, где недостаток задушил надежду, всякое место, где страх заглушил ожидание, я сокрушаю это сейчас силой Твоего вечного имени. Дитя мое, прими это сейчас, я говорю духу бедности, который следовал за тобой, как тихая тень. Я говорю схемам, которые повторялись из поколения в поколение. Я говорю невысказанным соглашениям, которые ты заключил в моменты отчаяния. И властью, данной мне, я повелеваю каждой цепи разорваться. Не постепенно, не частично, не символически, полностью, навсегда, сверхъестественно. Ты выходишь из личности рабства и вступаешь в наследство Авраама, благословение Исаака, изобилие Иакова, власть Давида, покров Христа. Я провозглашаю над тобой Второзаконие 8 часов 18 минут, потому что он дает тебе силу приобретать богатство.
Услышь это ясно. Богатство не мирское, богатство божественное. Богатство не греховно, богатство – это завет. Богатство не случайно, богатство назначено. И сегодня сила приобретать богатство возрождается внутри тебя. Твои руки помазываются для строительства, для приумножения, для умножения. Твой разум перенастраивается, чтобы распознавать божественные возможности. Твой дух обостряется, чтобы различать стратегии, которые ты когда-то упускал из виду. Это божественное выравнивание. Слушай меня внимательно сейчас, потому что эта следующая молитва напрямую связана с духовной дилеммой, с которой ты столкнулся ранее, самим сердцем твоего преображения. В части 3, когда я противостоял тебе вопросом, спутал ли ты атаку с личностью, завеса над твоим духом начала рваться. Сегодня это разрывание завершается. Господь, я говорю в жизни этого дитя, восстанови их истинную личность. Снимите каждый ярлык, произнесенный в страхе, каждое слово, сказанное в гневе, каждую ложь, посаженную тьмой. Замени их истиной, обещанием, целью завета. Я провозглашаю над ними 2 Коринфянам 5 часов 17 минут. Кто во Христе, тот новое творение, древнее прошло. Сегодня древнее включает в себя менталитет бедности, эмоциональные схемы недостатка, привычный комфорт мышления в режиме выживания. Все это растворяется под тяжестью твоей славы. Теперь, дитя мое, подними руки, хотя бы в своем сердце, и прими это следующее провозглашение. Отец, я провозглашаю над их жизнью Малахии 3 часа 10 минут. Посмотрите, не открою ли я для вас окна небесные и не изолью ли на вас благословение до избытка. Я высвобождаю это над их финансами, их идеями, их проектами, их возможностями, их отношениями, их домом. Я повелеваю каждому заблокированному потоку высвободиться. Я повелеваю каждому отложенному чуду ускориться. Я повелеваю каждому удерживаемому благословению быть доставленным. Пусть окна небес откроются над ними сейчас, не метафорически, а буквально, духовно, вечно. И теперь я говорю в самую глубокую часть твоего существа, ту часть, которая боялась поверить снова. Ты боялся разочарования, боялся предательства, боялся неудачи, боялся повторяющихся схем, которые почти уничтожили тебя. Но слушай, страх больше не твой язык. Ты переходишь на язык веры, власти, божественного ожидания. Господь, как ты сказал в Псалме 84:11, не лишит Он блага ходящих в непорочности. Это дитя прямо сейчас стоит прямо не из-за совершенства, а из-за выравнивания. Они согласованы с твоей истиной, твоим обещанием, твоим заветом. Следовательно, ничто доброе не будет удержано от них, ни богатство, ни возможность, ни стабильность, ни исцеление, ни радость. Позволь мне углубиться в пророческий поток для тебя. Дитя мое, я заявляю, что твоя жизнь вступает в сезон сверхъестественных разворотов. Место, где тебе было отказано, позовут тебя обратно. Место, которые пренебрегли тобой, будут искать тебя. Ошибки, стоившие тебе лет, будут восстановлены в мгновение. Задержки превратятся в ускорение. То, что занимало месяцы, произойдет за недели. То, что занимало годы, произойдет за дни. То, что казалось невозможным, станет нормальным. Твоя жатва придет неожиданными путями, через неожиданных людей, в неожиданные моменты, с неожиданным масштабом. Это не случайно, это завет. Теперь слушай внимательно, потому что это следующее провозглашение объединяет полный расчет и устройство твоего преображения. Ранее, в части 3, я противостоял вопросу, похоронил ли ты свой последний сосуд с елеем? Чудо вдовы произошло только тогда, когда она поверила, что того малого, что у нее было, достаточно, чтобы Бог умножил это.
Сегодня ты должен понять, твой сосуд с елеем – это не деньги, это выравнивание. Твой сосуд – это твое «да». Твой сосуд – это твоя готовность принять. Твой сосуд – это твоя личность. И поскольку ты предал этот сосуд, поскольку ты принес его в руки Божьи, умножение уже началось. То, что случилось с вдовой, вот-вот случится с тобой. Теперь позволь мне запечатать это властью. Отец, я заявляю, что всякое задание, сформированное против финансов этого дитя, сломлено. Я заявляю, что всякий дух недостатка изгнан. Я заявляю, что каждая закрытая дверь открывается с силой. Я заявляю, что сверхъестественное благоволение покоится на их имени, на их руках, на их доме. Я заявляю, что ангелы обеспечения стоят рядом с ними. Я заявляю, что с этого момента их жизнь отражает личность, которую я дал им, а не личность, сформированную болью. Они избраны, запечатаны и предназначены для изобилия. Наконец, дитя мое, прими это благословение, да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да осияет тебя Господь лицем своим и даст тебе мир. Пусть твои руки никогда больше не будут пустыми. Пусть твое сердце никогда больше не боится недостатка. Пусть твой разум никогда больше не погружается в отчаяние. Пусть твои ноги ходят путями процветания. Пусть твой дом станет святилищем избытка. Пусть твои дни будут наполнены божественными возможностями. Пусть твои ночи будут свободны от страха. Пусть твое время борьбы будет заменено сезонами святого изобилия. Пусть ты станешь свидетельством сверхъестественного преображения. Ты благословен. Ты избран. Ты покрыт. Ты восстаешь. И ничто не остановит то, что небеса начали в тебе. Оставайся на финальную часть. Заключительные слова закрепят твое чудо в твоем графике. Дитя мое, теперь, когда ты прошел со мной через откровение, противостояние, исцеление, наставление и божественную активацию, я хочу, чтобы ты остановился и почувствовал, что происходит внутри тебя. Заметь, как твое сердце стало легче, как твой дух почувствовал пробуждение, как что-то внутри тебя сдвинулось. Это не воображение. Это безошибочное присутствие Бога, покоящееся на твоей жизни. Я глубоко работал в тебе через каждое слово, каждое провозглашение, каждый момент размышления. То, что началось здесь, будет продолжать разворачиваться еще долго после того, как это видео закончится. Потому что, когда небеса начинают работу, они не останавливаются, пока не проявится полное благословение, полное обещание и полная жатва преображения. Ты не покидаешь этот момент прежним. Ты шагаешь вперед с новой личностью, обновленным заветом и свежим помазанием, который откроет дверь к следующей главе твоей судьбы. И я хочу, чтобы ты понял нечто важное, прежде чем мы закончим. Все, что ты получил сегодня, откровение, исправление, восстановление, пророческое видение, не должно оставаться скрытым. Этим нужно жить, дышать, практиковать, применять и нести это с властью. Ты не пассивный слушатель, ты участник сверхъестественного сдвига, который произошел. Небеса услышали твой крик, увидели твою боль и ответили силой. Чудо, которое когда-то казалось далеким, уже на пути к тебе. Богатство, которого ты боялся, что оно недостижимо, уже выстраивается. Изобилие, казавшееся невозможным, уже прорастает в невидимом. Если бы твои духовные глаза могли полностью открыться прямо сейчас, ты бы пал на колени в благоговении от того, что тебя окружает. Прежде чем я отправлю тебя вперед, я хочу, чтобы ты совершил одно последнее действие веры. Я хочу, чтобы ты оставил комментарий ниже, как публичное заявление о своем новом сезоне.
Напиши слова, соответствующие твоему преображению. Я вступаю в свое наследие, моя дверь открыта, я принимаю свое божественное изобилие, или просто «Аминь, Господи, да будет так». Этот комментарий не для алгоритма, он для твоего духа. Он запечатывает то, что сказал Бог. Он объявляет видимому и невидимому, что ты услышал, принял и согласился. Он заглушает любой голос страха и активирует каждое обещание небес. Итак, удели минуту, прокомментируй сейчас, а затем вернись к этому заключительному благословению. Теперь вернись, дитя мое, потому что я еще не закончил. Этот момент одновременно и конец, и начало. Это завершение послания, но начало движения в твоей жизни. Ты выходишь из главы, определяемой выживанием, и вступаешь в ту, что определяется духовной властью. Ты немедленно заметишь сдвиг. Твои мысли станут яснее. Твои тревоги утихнут. Твое развлечение обострится. Ситуации, которые когда-то сокрушали тебя, начнут исчезать. Это естественное следствие божественного выравнивания. Когда твой дух приведен в соответствие с моим голосом, любая другая сила теряет свое влияние. А теперь я провозглашаю над тобой заключительное помазание. Пусть все, к чему ты прикасаешься в этом новом сезоне, отражает божественный образец изобилия. Пусть ключ, который я поместил в твой дух, откроет возможности, которые когда-то были невидимы. Пусть твои руки построят то, о чем твои предки только мечтали. Пусть твой разум станет источником священного творчества. Пусть твои шаги будут направлены к местам, предназначенным специально для твоего возвышения. Пусть твои отношения отражают мою благость. Пусть каждая финансовая цепь порвется навсегда. Пусть каждое поколенческое ограничение рухнет под тяжестью моей славы. Ты вступаешь в будущее, определяемое сверхъестественной стабильностью, божественным приумножением и святым богатством. Но слушай внимательно, потому что здесь начинается цикл сессии, нить, которая ведет тебя к тому, что будет дальше. То, что ты получил сегодня, это лишь часть более масштабного пути. Преображение – это не один момент, это процесс, путь, хождение в завете. И мой дух будет продолжать вести тебя, учить тебя, формировать тебя. Я хочу, чтобы ты оставался на связи, чтобы ты оставался под покровом этих посланий, которые строят твою веру и раскрывают мои тайны. Не уходи обратно в тишину. Не позволяй отвлекающим факторам украсть то, что было посеяно сегодня. Оставайся в потоке откровения. Поэтому я призываю тебя с божественной неотложностью подписаться на этот канал, если ты еще этого не сделал. Когда ты подписываешься, ты приводишь себя в соответствие с непрерывным водительством, непрерывной мудростью, непрерывной активацией. Ты даешь мне место говорить с тобой снова и снова. Этот канал не развлечение, это духовная спасательная нить. Каждая. Сообщение предназначено для того, чтобы поднять тебя выше, подготовить к большему благословению, поддерживать твой дух в готовности, укрепить твою веру в моменты сомнений. Так что подпишись сейчас и активируй колокольчик уведомлений не как технический шаг, но как духовную позицию, говоря: «Господи, я готов к тому, что будет дальше». Дитя мое, услышь меня всей глубиной своей души, я не закончил с тобой. Твоя история не закрывается, она разворачивается. Тени, которые когда-то преследовали тебя, исчезли. Цепи, которые когда-то определяли тебя, разбиты. Личность, которая когда-то ограничивала тебя, переписана. Ты вступаешь в божественное повествование, которое я замыслил с самого начала. Ты вступаешь в благословение, в богатство, в изобилие, в сезон, когда чудеса будут окружать твои дни. Духовная засуха окончена.
Пророческий дождь начался. И теперь я отпускаю тебя с этим заключительным благословением. Пусть Господь хранит тебя на всех путях твоих. Пусть Его рука будет тяжела благоволением на твоей жизни. Пусть твои ночи будут наполнены миром, а твое утро – божественной ясностью. Пусть твои шаги будут направлены, твой дух укреплен, твой разум исцелен, твое сердце восстановлено. Пусть каждое обещанное здесь слово укоренится и проявится в свое время. Пусть твоя судьба развернется силой. Пусть каждая закрытая дверь откроется по божественному повелению. Пусть каждое благословение преследует тебя. Пусть твой урожай будет обильным, приумноженным и неоспоримым. Иди вперед сейчас. Иди в уверенности. Иди в вере. Иди, зная, что ты избран, покрыт и предназначен для величия. И когда это сообщение закончится, не исчезай. Вернись к следующему видео. В следующем выпуске я покажу тебе не только, как сохранить изобилие, высвобожденное сегодня, но и как его расширить, приумножить и защитить. Это твой путь, и он только начался. Прокомментируй ниже, подпишись и оставайся в соответствии. Твое преображение уже видно в духовной сфере. Иди с миром, дитя мое. Твой новый сезон.